«27 декабря с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б», которая в связке с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту очередную партию спутников OneWeb. Впервые из Байконура было запущено 36 спутников. Нынешний запуск стал 12-м в хронологии сотрудничества Роскосмоса с компанией OneWeb. С этим пуском орбитальная группировка OneWeb увеличилась еще на 36 спутников и достигла 394 аппаратов. За 2021 год госкорпорация «Роскосмос» провела 8 пусковых кампаний по программе OneWeb с 2 российских космодромов. 5 пусков было выполнено с нового космодрома Восточный в Амурской области и 3 пуска с Байконура. В общей сложности за этот год российские средства выведения доставили на околоземную орбиту 318 спутников компании OneWeb. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет через спутниковую систему и 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. «27 декабря с космодрома Плесецк произведен 3-й испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Роскосмос поздравил воздушно-космические силы и коллективы ракетно-космических предприятий, сопричастных к производству ракеты-носителя и ее пуску. А это Центр имени Хруничева, НПО «Энергомаш», научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Хотелось бы пожелать и впредь успешной и надежной работы. Спасибо вам за проделанную работу и за то мужество, можно сказать, героизм, который был проявлен при подготовке и при проведении данного пуска. На космодроме Байконур проходит испытание грузового корабля «Прогресс МС-19». Старт ракеты-носителя «Союз-2-1А» с кораблем «Прогресс МС-19» по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на февраль 2022 года с космодрома Байконур. В научно-исследовательском институте точных приборов холдинга «Российские космические системы», входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», разрабатывается новая система для сближения и стыковки космических аппаратов. Планируется, что система будет применяться как на околоземных орбитах, так и в дальнем космосе, например, у Луны. Напомним, НИИ точных приборов разрабатывает, изготавливает и эксплуатирует системы взаимных измерений для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов. Измерения при автоматической стыковке с российским сегментом Международной космической станции сейчас производятся системой Курс-НА разработки НИИ-ТП. Международная космическая станция станет симулятором по подготовке полетов на Марс, сообщил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем Российской академии наук, летчик-космонавт Герой России Олег Котов. По сценарию эксперимента планируется задержка связи между станцией и Центром управления полетами, чтобы определить возможности экипажа работать автономно. Также планируется такой вариант, что реальный экипаж после возвращения на Землю проведет некоторое время возле спускаемого аппарата без спасателей. Таким образом будет оцениваться работоспособность экипажа при посадке на Луну или другую планету. Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» завершила половину научной программы, в 4-й раз просканировав галактику, и приступила к 5-му сканированию. Всего в рамках научной программы предполагается 8 подобных сканирований. Каждый день плоскость сканирования обсерватории сдвигается на 1 градус, позволяя создать на карте неба соответствующую полосу охвата. В Московском музее космонавтики маленькие любители космонавтики отправили новогодние послания космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, которые сейчас работают на МКС, генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко. В акции приняли участие московские школьники и подопечные фонда «Галчонок», а помогли им в этом космонавт Роскосмоса Сергей Кусь-Сверчков и актриса Юлия Пересильд. Партнерами акции выступили госкорпорация «Роскосмос» и информационное агентство ТАСС. Во-первых, это приближает детей к космосу, потому что кажется даже взрослым чем-то нереальным, чем-то далеким, а детям оно дает ощущение, что все возможно, что космос рядом,
и что даже те люди, которые кажутся очень далекими, до них можно дотронуться, с ними можно поговорить, им можно написать письмо. То есть как-то делать ближе космос к детям. Мне очень понравилось, что ребенок у меня сегодня задумался, что он вообще, чего он достиг в этой жизни за последний год. И она структурировала так вот свои достижения. И я увидела, что она действительно, во-первых, это все записала, а во-вторых, она собой погордилась. Это вообще было супер, это было классно. Очень радостно и счастливо к ним всегда приходить. А теперь я уже первый раз сюда пришла и со своими детьми, и с детьми фонда «Голчонок», и просто другие дети. Я поняла, что это такое место прекрасное, такая атмосфера, такое умение рассказать про космос легко, понятно, с юмором. И вот эта идея с письмами, но вы же видели, какие дети сегодня были счастливые. Я тоже написала письмо в космос и была этому абсолютно счастлива, да. Научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев», принадлежавшее научно-производственному объединению измерительной техники, передано в собственность Калининградской области с дальнейшим его закреплением за историко-художественным музеем. В период эксплуатации с 1979 по 1994 год корабль измерительной флотилии «Космонавт Виктор Пацаев» совершил 14 научно-исследовательских рейсов, обеспечивая связь с орбитальными станциями и космическими аппаратами. В Центре подготовки космонавтов под руководством первого заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Максима Овчинникова прошло рабочее совещание по реализации научно-просветительского проекта «Вызов». Обсуждались вопросы дальнейшей работы над проектом, который включает в себя документальные, научно-просветительские, информационные передачи, а также художественный фильм «Вызов». Буря восторга и торжества. Юрий Гагарин стал олицетворением безграничных возможностей. Через месяц после полета в космос Юрий Гагарин отправился в турне за границу. По всему миру первого космонавта Земли приветствовали с восторгами, цветами и овациями. А Куба, ко всему прочему, его встретила тропическим ливнем. «Само небо салютует», — сказал об этом Фидель Кастро. На Кубе Гагарином восхищался и народ, и новое правительство. Юрий Алексеевич даже стал первым иностранцем, который получил высшую государственную награду этой страны. Бойцы народного ополчения приветствуют его на всем протяжении маршрута. В павильоне «Космос» на ВДНХ кубинскую поездку Гагарина вспоминали в честь презентации фотоальбома «Первый. Гагарин и Куба». Он был подготовлен Российским обществом дружбы с Кубой и собрал фото встреч космонавта с кубинцами Фиделем Кастро и Че Геварой. Среди гостей – летчики-космонавты, представители Министерства иностранных дел, молодые специалисты Роскосмоса и настоящий кубинец, а точнее заместитель посла Республики Куба, который выступил с речью о важности приезда Гагарина на его родину. Отпечаток симпатии, который этот космический пионер оставил на Кубе, вполне можно измерить количеством кубинских детей, которые на протяжении многих лет назвали имени Юрий. Юрий Гагарин активно поддерживал создание общества дружбы СССР и Кубы, которое он потом возглавил вместе с Че Геварой. В поездке Юрий познакомился и с Томайо Мендесом, который в будущем станет первым кубинским космонавтом. Он, кстати, подготовил видеопоздравления для гостей мероприятия. Наши космонавты тоже выступили с ответным словом. Космонавтика объединяет людей, она не имеет границ. И общество дружбы с Кубой, другие общества, где принимают участие наши товарищи, наши ветераны и все люди, которые связаны с космонавтикой, они в очередной раз подтверждают, что наша планета едина и что мы должны делать все для того, чтобы мир и благополучие сохранялось. На мероприятии презентовали не только фотоальбом, но и памятные медали, награждали ветеранов космической отрасли. После этого гостей ждала выставка. Фотографиями визита Юрия Гагарина в Кубу можно было полюбоваться вживую. Кстати, если вам тоже интересно посмотреть, добро пожаловать на виртуальную выставку. Здесь можно увидеть фотографии из кубинского путешествия и подробно изучить галерею. Ссылку прикрепили к описанию.
Завершая 2021 год, мы традиционно публикуем снимки победителей самого престижного в мире конкурса астрофотографии, учрежденного Гринвичской обсерваторией. Итак, победитель номинации «Аврора года. Танцы полярного света». Автор снимка Дмитрий Рыбалка, Россия. Вид с мостика корабля при подходе к Карскому проливу. Номинация «Звезды и туманности». Туманность Калифорния в палитре Хаббла. Далекий водородный комплекс снят с помощью узкополосных фильтров. Автор Терри Хэнкок, Великобритания. Следующий победитель в номинации «Планеты, кометы и астероиды». Франк Кужай, США. Разноцветный трек метеора из потока Квадрантиды. Номинация «Галактики. Кольцо Млечного Пути». Автор работы Жон Кву из Китая создал панораму всего неба. При этом северная часть мозаики была снята в Китае, а южная — в Новой Зеландии. Победитель в номинации «Наша Луна» Николя Лафуде, Франция. Полумесяц Венеры и кратеры Луны. Фотография навеяна снимками, сделанными астронавтами Аполлонов, когда Земля восходила над Луной. Номинация «Люди и космос. Локдаун». Автор снимка Дипал Ратнаяка, Великобритания. Отражение треков звезд с долгой выдержкой. Победителю в номинации «Виды неба» Джеффри Лавлейс, США. Луна над американским национальным парком Долина смерти. Номинация «Молодой астроном». 15-летний Жипу Ванг, Китай, сделал коллаж Солнечной системы, сняв все планеты, Луну и Солнце, а затем сопоставил их на одном изображении, для того, чтобы зритель мог увидеть масштаб этих тел так, как их видно в телескоп. Победитель в категории «Новичок в астрофотографии» Поль Экхарт, США. Полет ракеты-носителя Falcon 9 на фоне Луны. Приз инноваций имени Энни Маундер, Леонардо Ди Маджио, Великобритания. Узоры колец Сатурна на коллаже из снимков, сделанных станцией Кассини. И, наконец, абсолютный победитель в общей номинации, а также номинации «Наше Солнце» Шу Хангдонг, Китай, «Золотое кольцо». Солнечное затмение над Тибетом 21 июня 2020 года. Подобные кольцеобразные затмения возникают, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения. Из-за этого светило не полностью закрывает наш естественный спутник, оставляя тонкий нимб. Это самый редкий тип затмения. Ждем ваши фотографии и вопросы о космосе в наступающем 2022 году на tvsobaka.tvroskosmos.ru. И до следующей космической среды. Главное,